Со Светланой Васильевной Черновой, жительницей Бочки, мы познакомились около года назад. Наступила промозглая осень, выпал первый снег. В тот неуютный холодный день мы отправились на окраину Омска искать обжитые металлические цистерны, о которых время от времени писали в прессе. И вот мы обошли все 6 бочек. Первые 5 выглядели заброшенными, но последней мы заметили женскую фигуру. Подошли ближе, над кучей старого деревянного забора трудилась пенсионерка. Она разбирала его по доскам и пилила на маленькие кусочки. Слово за слово завязался разговор, и Светлана Васильевна поведала нам свою историю. Рассказала, что живет здесь уже 33 на тот момент года, и что с прошлой зимы стало совсем тяжело, перерезали электричество. Вот и приходится теперь целыми днями готовить дрова да подкидывать в печку буржуйку. Потом Светлана Васильевна разрешила нам войти и посмотреть внутреннее убранство металлического дома. Там было темновато, но главное мы рассмотреть смогли. Небольшую кухоньку, которая годами обрастала всем необходимым, место для сна, а в самой большой комнатке мы увидели буржуйку, швейную машинку, уголок с иконами, а на окне проросший зеленый лук и засушенные семена на следующий год. Даже тесную бочку Светлане Васильевне удалось превратить в уютное жилье. Светлана Васильевна в мебельном цеху по соседству смотрит телевизор, пока заряжается ее телефон. Светлана Васильевна угостила нас чаем и познакомила со своими котами, рыжим и белым верными друзьями одинокой пенсионерки. А на улице владения Светланы Васильевны охранял преданный пес Черныш. Из рассказов Светланы Васильевны мы узнали, как она попала в бочку. В 80-е годы она устроилась на местный завод крановщицей и переехала во временное жилье ждать, когда выделят квартиру. Но вскоре страна развалилась, завод закрылся, а наша героиня с остальными жителями бочек так и остались забытыми в СССР. Долгие годы во всех 6 цистернах бурлила жизнь, в нескольких росли семьи. Но с отключением электричества все разъехались, кто куда. Остались только Чернова и 2 выпивающих брата по соседству. Весь год мы время от времени навещали Светлану Васильевну и следили за переменами. В сильные морозы в соседней бочке произошла трагедия, заживо сгорели братья, наверное, пытались согреться. Потом пенсионерка заболела и попала в больницу, где и перезимовала. На предложение социальной службы переехать в специальное заведение Светлана Васильевна не согласилась, ведь бочка хоть какой-то, а свой домик на земле. Неизвестно, сколько бы еще мытарилась Светлана Васильевна в холодном убежище, если бы не внимание со стороны СМИ. Все началось с публикации в Инстаграм тех самых фотографий, которые снимались в течение года. Затем подключились местные издания, и к Светлане Васильевне стали наведываться журналисты из разных источников, газет, журналов, интернет-ресурсов. На тот момент жительница Бочки стала одной из главных новостей региона. Они и писали, ее приглашали на Первый канал, Александр Бастрыкин давал поручение разобраться с ситуацией пенсионерки в Бочке. Светлана Васильевна множество раз обращалась в прокуратуру. Поднявшийся шум активизировал и государственные структуры, Светлане Васильевне предлагали варианты переселения. И пока она раздумывала, случилась неожиданная радость. Волшебниками для пенсионерки стали блогеры из Москвы и Новосибирска. На собранные среди подписчиков средства Светлане Васильевну купили квартиру в новостройке и мебель. Вот так, объединив силы, пресса и интернет, за 1 месяц смогли изменить жизнь пенсионерки, которая 34 года ждала чуда. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.